Этот фильм о подвигах, совершенных во славу Родины студентами, сотрудниками, преподавателями и учеными Ленинградского политехнического института имени Калинина. В первой половине прошлого века институт явился флагманом индустриализации СССР, заложив основы электрификации, основы металлургии, основы машиностроения, тракторостроения, кораблестроения, танкостроения и авиастроения. Тем самым институт внес весомый вклад в могущество страны, ее защиту, в том числе в победу над фашизмом. В конце XIX – начале XX веков Россия начала ощущать свою техническую отсталость. Уже Первая мировая война была войной техники, в которой Российская империя потеряла Польшу, Литву, Эстонию, Латвию, Бессарабию, Западную Белоруссию и Западную Украину. От полного поражения Россию спасла революция. Еще в конце XIX века выдающиеся русские ученые Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Степанович Попов, Алексей Николаевич Крылов и другие обратились к царскому правительству с ходатайством о необходимости строительства в России высших учебных заведений технического профиля. Петербургский политехнический институт был открыт в 1902 году. Руководитель строительства института, его первый директор, крупный ученый и человек прогрессивных взглядов князь Андрей Григорьевич Гагарин, пригласил на работу лучших ученых. Благодаря этому уже в 20-40-е годы институт оказался в авангарде не только технического, но и государственного развития. Так в этот период в руководстве страны принимали активное участие политехники. Заместитель председателя Госплана СССР Станислав Густавович Струмилин, основоположник плановой экономики, министр, совнарком обороны Михаил Васильевич Фрунзе, министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов и другие. Политехнический институт был в числе первых высших учебных заведений, которые признали советскую власть. Большое число студентов института – Фрунзе, Вотинцев, Толмачев, Доровлев, Благонравов, Рузин и многие другие – сражались на полях гражданской войны, защищая молодую республику. В 1920 году советское правительство обратилось к Михаилу Васильевичу Фрунзе с поручением проинспектировать разрозненные по стране части армии Троцкого. По окончании инспекции Фрунзе доложил, что это не армия, а сборище бандитов, и ее следует распустить. Что и было сделано. Формирование новой армии было поручено Фрунзе. 9 января 1905 года студент инженерно-экономического факультета Политехнического института Михаил Фрунзе участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге и был ранен. Расстрел безоружной манифестации произвел столь тяжелое впечатление, что Фрунзе подал заявление в институт о предоставлении ему отпуска. В 19 году части Красной армии под командованием Фрунзе разгромили белогвардейское весеннее наступление Деникина, а также 40-тысячную армию басмачей Туркестана. Провели успешные наступательные операции против основных сил Колчака, выгнали войска Врангеля и интервентов из Крыма. В 1925-м, на последнем году жизни, Михаил Васильевич Фрунзе, как нарком по военным и морским делам, провел военные реформы всей Красной армии, которые во многом определили ее сильные стороны в предстоящей Великой Отечественной войне. В военной истории имя Фрунзе стоит в ряду имен выдающихся русских строителей армии и полководцев Петра I и Суворова. В память о Михаиле Васильевиче Фрунзе названы города и села, установлены памятники Фрунзе, десятки городов имеют улицы, проспекты, районы, крупные предприятия и учебные заведения, названные его именем. Или были названы его именем. Наши современники до сих пор не перестают удивляться, каким образом наш герой, не имея какого-либо воинского образования, одерживал столь блистательные победы. Сын Фрунзе, летчик, герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе
погиб в 18 лет, защищая страну от фашистских захватчиков в 1942 году. Большевики правильно поставили основную мобилизационную задачу – в кратчайшие сроки достичь технической вооруженности передовых стран. Как теперь ясно, история отвела для решения этой задачи всего лишь 20 лет. И она была решена. Сравните с почти 30 годами технической деградации Российской Федерации. В решении этой задачи большую роль сыграл Ленинградский ордена Ленина Политехнический институт имени Калинина. Главные направления индустриализации на первых порах составляли электрификация страны, развитие металлургии и машиностроения. Планы развития разрабатывали ученые. В госплан страны вошли политехники, заместитель председателя Струмилин, Горев, Шателен и другие крупные ученые института. Задача ученых института состояла в формировании научных школ. Все школы технических наук начинали с научной школы физики. Говорит доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальная физика Вадим Константинович Иванов. Кафедра физики является родоначальницей всего политехнического института. Она создавалась тогда, когда строился институт. И в 1901 году был назначен в физической лаборатории профессор Владимир Владимирович Скобельцин. И первые лекции прозвучали здесь в 1902 году, в Большой физической. Здесь читал профессор Мещерский первую лекцию по физике. Ну и с тех пор кафедра развивалась. В 1906 году на кафедру пришел лаборантом, потому что это была только одна ставка профессора лаборанта, пришел Йоффе. На кафедре работали известные люди, которые стали в будущем лауреатами Нобелевской премии. Петр Леонидович Капица, Николай Николаевич Семенов. Работали здесь известнейшие профессора, члены-корреспонденты, академики. И они создавали именно базу, индустриальную базу и именно научные создавали все основы для построения всех индустриализаций. Созданная в Политехническом институте научная школа физики на несколько десятков лет определила развитие советской научно-технической мысли в таких направлениях, как механика, электромеханика, полупроводниковая электроника, лазеры, ядерная физика. В студенческие годы Абрама Федоровича Йоффе трижды исключали из Петербургского технологического института за участие в студенческих забастовках и демонстрациях. После увольнения из технологического института Йоффе покинул Россию и был принят в физический институт Мюнхенского университета к рентгену. В 1906 году, после защиты докторской диссертации, Йоффе приехал в Петербург в отпуск, имея на руках письменное приглашение рентгена на работу в должности профессора Мюнхенского университета. Посетив Политехнический институт, он внимательно осмотрел аудитории и лаборатории главного здания, поговорил с заведующим кафедрой физики профессором Скобельциным и вернулся домой под впечатлением царящей в молодом Политехническом институте творческой атмосферы, какой, по его словам, нет ни в одном университете мира. Йоффе пишет письмо рентгену, в котором он приносит учителю свои глубокие извинения в том, что не может принять приглашение. Он пишет: «Я не могу покинуть мою родину в то время, когда она мечется между хаосом и рабством». Между тем, царское правительство отказало в приеме Йоффе на должность ассистента, и он, имея докторскую ученую степень, согласился и был принят на должность лаборанта, так как при этом разрешение правительства не требовалось. Забегая вперед, скажем, что 18 крупнейших университетов мира предлагали Йоффе должность профессора, но он, вежливо извиняясь, всякий раз отклонял эти предложения. Вместе с ленинградцами Йоффе с семьей перенес все тяготы суровых лет блокады Ленинграда. Патриархом отечественной электротехники является ученый-политехник, член-корреспондент Академии наук Михаил Андреевич Шателен. Шателен в 1910 году, еще до Первой мировой войны, направил царскому правительству проект электрификации страны. Проект пролежал на правительственном столе до революции.
В 1918 году Совет народных комиссаров, объявив конкурс на проект электрификации, признал лучшим проект электрификации северо-запада страны, предоставленный Шателеном. Не прошло и года тяжелой гражданской войны, как было по настоянию Ленина принято решение о начале реализации проекта и строительстве Волховской гидроэлектростанции. Было также запланировано строительство Свирской и Днепровской ГЭС. В проектировании и строительстве этих первенцев электрификации принимали участие ученые Политехнического и Электротехнического институтов. Созданные 100 лет назад, эти первые электростанции работают на полную мощность по настоящее время, обеспечивая ближлежащую промышленную зону. Кроме того, первенцы электрификации явились прекрасной учебной базой для студентов-гидротехников, электриков и студентов строительных специальностей. Дореволюционная Россия занимала 15-е место в мире по производству электроэнергии. Начиная с 1935 года, Советский Союз занимает уже 3-е место в мире, обогнав 6 крупнейших стран – Англию, Японию, Францию, Италию, Норвегию и Канаду. Теоретические основы электротехники и электроэнергетики заложили ученики Шателена, говорит доктор технических наук, профессор Виктор Васильевич Попов. Немного слов о том, когда возник наш электромеханический факультет и почему он возник. Он возник в то время, когда электричество начало активно внедряться во все сферы народного хозяйства. Промышленность, сельское хозяйство, быт и прочее, прочее. Я бы хотел особенно отметить роль таких ученых, как Шателен, Костенко Михаил Полектович, Петровский Людвиг Марьянович, Нейман Леонид Робертович и так далее. А концепция эта состояла в том, что подготовка специалистов должна вестись на базе единения науки, производства и высшей школы. Вот эта концепция и позволила готовить специалистов высокого уровня, которые получили очень широкое распространение у нас в России и высоко оценивались теми потребителями, куда шли работать наши выпускники. Хотел бы отметить, прежде всего, подготовку в области энергетического машиностроения. По мере роста и внедрения электричества, электротехники в народное хозяйство у нас росло количество электростанций. Главное – это устойчивость параллельной работы. Ведь создавался большой коллектив машин, которые работают вместе. И как в народном, в людском коллективе важно, чтобы все работали сообща, делали одно дело. И вот здесь потребовалось создать модели физические или энергетических систем и отработать на них те методы управления и ту аппаратуру, которая управляла бы машинами и обеспечивала бы устойчивость параллельной работы. И тут инициатором как раз выступила кафедра электрических машин и академик Костенко, который создал систему физического моделирования энергосистем, за что был в свое время награжден государственной сталинской премией. Большая заслуга политехников-металлургов заключалась в разработке и научном обосновании в начале прошлого века технологий металлургических процессов. До войны во главе технического персонала большинства наших крупных металлургических заводов стояли выпускники Ленинградского политехнического института. Политехник Грум Гржемайло построил плавильную печь с вращающимся тепловым потоком,
что позволило повысить эффективность доменных процессов. Академик-металлург Павлов разработал сверхмощные доменные печи. Политехникам Карнаухову и Гудцову принадлежит разработка технологии броневой стали и спецсталей. Нихензе разработал технологию литья танковых башен с увеличенной прочностью. Наконец, Федотьеву принадлежит технология электрометаллургии алюминия и магния, металлов для авиастроения. На этой основе позднее была создана технология титанового сплава. Проведенные в нашем институте фундаментальные работы по металлургии послужили основой отечественного машиностроения. Бурно развивающейся в СССР отечественной промышленности в 30-е годы потребовалось большое количество квалифицированных специалистов, как конструкторов, так и технологов по различным направлениям в области машиностроения. Говорит доктор технических наук профессор Альберт Яковлевич Башкарев. Итак, в мою задачу, наверное, входит рассказать о научных школах механиков, машиностроителей нашего политехнического университета, когда-то политехнического института. Таких школ было достаточно много, наверное, но среди них особенно хочется упомянуть школы, такие как технологии машиностроения. Кафедра технологии машиностроения была создана у нас в Политехническом институте тогда, в 1933 году, знаменитым технологом, имя которого, вообще говоря, было среди технологов известно всем специалистам во всем Советском Союзе. Это был Соколовский профессор Александр Павлович, знаменитый ученый, блестящий организатор. История, вообще говоря, о нем в нашем университете, так всегда звучала уже после его ухода из жизни. Многие десятилетия мы вспоминали такого знаменательного человека, даже если мы сами еще с ним не встречались. В нашей школе, другая школа, которую мне тоже хочется упомянуть, это школа профессора Одинга, металловеда на нашем факультете, такая кафедра была. Ну и так далее, можно назвать и других. Это школа, которая существует и по настоящее время. Среди других имен известных это Колчин Николай Сафьевич, заведующий кафедрой теории машин и механизмов. Его имя было очень хорошо известно всем механикам не только Советского Союза, но и далеко за пределами нашего государства. Это был знаменитый ученый, прекрасный преподаватель, прекрасный педагог. Мы все политехники, кто учился у него, преподавала эта кафедра на целом ряде факультетов, все мы гордились, что слушали его лекции. Первые практические шаги отечественного машиностроения были сделаны в Политехническом институте в агротехническом направлении. Был выполнен проект гусеничного трактора. Рабочие чертежи трактора были переданы в Харьковское конструкторское бюро для подготовки к серийному производству. В начале 20-х годов первый образец трактора продемонстрировался в Москве, и Харьковский тракторный завод приступил к изготовлению первой серии. Позднее были построены тракторные заводы в Челябинске и Минске, а Политехнический институт приступил к подготовке специалистов по гусеничной оборонной технике. Свой выдающийся вклад в победу над фашизмом совершил конструктор танков, выпускник Политехнического института Михаил Кошкин. Группа конструкторов под руководством Кошкина спроектировала в Харьковском КБ средний танк Т-34, отличающийся высокой скоростью и проходимостью при небольшом весе, усиленный защитой наклонной брони и мощным пушечным вооружением, способным пробивать броню тяжелого танка. Танки Т-34 участвовали в переломе военных действий в нашу пользу. После окончания войны танк Т-34 был признан лучшей боевой машиной времен Второй мировой войны. Отличился и другой выдающийся конструктор-политехник Духов. Под его руководством были сконструированы тяжелые танки ИС Иосиф Сталин и КВ Климент Ворошилов.
Позднее Духов внес весомый вклад в создание ядерного и термоядерного оружия. На кораблестроительном отделении института в 1909 году были открыты курсы авиации и воздухоплавания, ставшей первой высшей школой авиации в России. В 1916 году окончил механическое отделение института и курсы авиации и воздухоплавания Николай Поликарпов. В 1927 году Поликарпов спроектировал истребитель И-3 и учебный самолет У-2, который был впоследствии переименован в По-2 и выпускался вплоть до 1953 года. В 1933-1938 годах под его руководством были созданы истребители И-15 и И-16. Эти истребители превосходили по маневренным качествам немецкие мессершмитты, а их конструктивная схема стала основой почти для всех истребителей Второй мировой войны. В последние годы краткой жизни героя социалистического труда, лауреата Сталинской премии Николая Поликарпова, его конструкторское бюро приступило к созданию реактивной авиации и послужило началом создания ракетостроительного КБ «Челомея». В 1930 году авиастроительный факультет института окончили два выдающихся советских авиаконструктора – Антонов и Бериев. Бериев разрабатывал конструкции гидросамолетов. Через 2 года после окончания института им был создан морской разведчик МБР-2, который во время Великой Отечественной войны использовался для поиска подводных лодок и спасения экипажей кораблей и самолетов на всех флотах. Преподаватели и выпускники кораблестроительного отделения института внесли выдающийся вклад в создание в России в начале прошлого века подводного флота. Выпускники отделения Малинин, Базилевский и другие спроектировали и построили первую в Союзе подводную лодку «Декабрист», а позднее подлодки типа «Ленинец» и «Щука». Эти лодки составляли половину нашего подводного флота к началу войны. После войны Базилевский руководил созданием первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». В 1913 году на механическое отделение поступил Николай Доровлев. В годы Гражданской войны он, командуя дивизионом, сражался с белогвардейцами на Восточном, Южном и Кавказском фронтах. Позднее Доровлев выпустил фундаментальный труд «Минометы» и был конструктором минометов, стоявших на вооружении Красной армии. Федор Петров окончил Политехнический институт в 1931 году и руководил созданием артиллерийских систем, в том числе лучшей в годы войны 152 мм пушки-гаубицы. Создал несколько типов мощных танковых, самоходных и полевых орудий. По Берлину! Огонь! Благонравов, советский ученый в области баллистики, академик, генерал-лейтенант артиллерии, дважды Герой социалистического труда, был заместителем министра высшего образования СССР. Закончил механическое отделение Петроградского политехнического института. В конце 30-х годов из международной обстановки неумолимо следовало заключение, что война неизбежна. Население занималось военной подготовкой, а страна готовила оборонный щит. Свой вклад в эту работу вносили и политехники, студенты, преподаватели, выпускники. Еще в 1926 году в институте была открыта военная кафедра. Занятия проводили квалифицированные инструкторы в Сосновке, в аудиториях, в тире подвала главного здания в свободное от учебы время. Таким образом, до войны, до всеобщей мобилизации, многие студенты уже имели военные специальности. В 1940 году многие студенты и сотрудники подавали заявления на участие в Советско-финской войне. Отечественная война началась 22 июня 1941 года, в период отпусков и летней практики студентов, проходившей в разных городах страны. Началась всеобщая мобилизация.